Всем привет! Рассмотрим установку и настройку программного обеспечения Pi-hole с открытым исходным кодом, позволяющим блокировать рекламу, трекеры и другие веб-сайты на уровне DNS для всех устройств, находящихся в локальной сети, будь то смартфоны, ноутбуки, смарт-ТВ и так далее. Другими словами, Pi-hole выступает в качестве DNS-сервера, перехватывая все запросы и позволяя блокировать те, которые нежелательны. Данную программу я попробую установить на Orange Pi PC. Еще понадобится microSD карта памяти, минимальный объем которой в 4 гигабайта будет достаточен, а также источник питания на 5 вольт 2 ампера для работы платы. Установив карту памяти в компьютер, на нее следует записать операционную систему Ambien, которую можно скачать с официального сайта для определенной модели Пельсинки. Для текущей платы я сохраняю данный дистрибутив на рабочий стол. С помощью программы Etch записываю ISO-образ, указав путь, где он располагается и куда его следует установить. По завершении данного процесса, что занимает некоторое время, извлекаю карту из компьютера с развернутой на ней системой и устанавливаю ее в Orange Pi. Подключаю один конец кабеля к апельсинке, а противоположный в роутер и подаю напряжение от источника. На компьютере, находящемся в этой же локальной сети, что и мини-ПК, например, с помощью данной программы сканирую сеть. Пройдясь по указанным настройкам, определяю IP-адрес Orange Pi. В текущем случае это данный, который не имеет дополнительного описания. Теперь с помощью программы PuTTY подключаемся по протоколу SSH к плате, прописав в строке hostname 192.168.1.52 и затем кликаем по клавише Open. В появившемся окне просто нажимаю «Да». При успешном соединении появится такое окно. Здесь потребуется ввести логин root, а пароль от 1 до 4. После авторизации нужно будет выполнить стандартные настройки по смене пароля суперпользователя, изменение локации при необходимости и создать учетную запись пользователя с обычными правами. Затем, написав в командной строке название утилиты Ambien Config, нажимаю Enter. В запустившемся псевдографическом режиме выбираю Software и, перейдя в указанный раздел, из представленных программ отмечаю Pi-hole и пробуем ее установить, нажав Install. Но по итогу относительно непродолжительной установки появилась ошибка, что текущая операционная система не поддерживается. А в окне устанавливаемых дистрибутивов никакого значка напротив данного поля нет. Возвращаясь в командную строку, выбрав «Отмена» и на последнем этапе нажав «Выход». Перехожу в браузер, где на официальном сайте программы в разделе «Установка» воспользуюсь приведенной командой, с помощью которой попробую выполнить инсталляцию. Скопировав ее и вернувшись обратно, вставляю нажатием правой клавиши мыши. Процесс установки занимает некоторое время. По окончании вновь появилось такое же сообщение, как и раньше, где ниже предлагается воспользоваться указанной командой. Скопировав и вставив ее, попробую еще раз. Практически сразу активируется псевдографический режим. На каждом из представленных этапов нажимаю ОК, оставив все параметры по умолчанию. По завершении установки выводится информация о том, как зайти в веб-интерфейс Pi-hole и какой пароль нужно ввести. Открыв браузер, в адресной строке ввожу IP апельсинки, а через обратный слэш admin. Для авторизации кликаю по вкладке логин. Если пароль был успешно забыт или хочется сменить на свой, то здесь, нажав на плюсик и используя приведенную команду, его можно поменять. Вернувшись к PuTTY, написав Pi-hole-A-P и нажав Enter, создаю новый ключ. Таким образом, аутентифицировавшись, можно видеть функционал программы блокировщика. Чтобы фильтрация работала на всех устройствах, находящихся в локальной сети, необходимо сделать настройки на маршрутизаторе или же сервере, раздающем интернет в локалку. В моем случае на роутере в данном разделе, перейдя на вкладку «Сегменты» и кликнув по указанному пункту, прописываю в строке DNS IP-адрес Orange Pi.
Сохранив сделанные изменения на компьютере, работающем на Windows 10, кликнув в трей по данному значку и выбрав параметры сети и интернет, далее центр управления сетями и общим доступом, в изменении параметров адаптера перехожу в свойства сетевого подключения и проверяю настройки интернет-протокола версии 4, а в частности, что получение DNS-серверов указано в автоматическом режиме. Также, кликнув дважды по сетевому подключению в открывшемся окне, нажав сведения, можно видеть, что в качестве DNS-сервера присвоен адрес апельсинки. Как вариант, данный айпишник можно указать вручную на каждом устройстве. Теперь давайте пробежимся по наиболее интересным функциям Pi-hole и сделаем некоторые настройки. Так, в текущем пункте находится информация о посещаемых доменах устройствами локальной сети и о том, был ли тот или иной адрес заблокирован. В разделе Whitelist можно прописать домен или регулярное выражение, позволяющее открыть доступ к определенному сайту, если он блокируется Pi-hole. А вот Blacklist выполняет обратное. Написав здесь какой-либо домен, доступ к нему будет закрыт, что я и продемонстрирую на примере поисковика Яндекс и социальной сети ВКонтакте. Внеся их в черный список, перезагружаю браузер и пробую зайти, введя имя сначала одного ресурса, а затем другого. Можно видеть, что доступ к ним отсутствует. Из имеющегося функционала программы достаточно интересным является возможность добавления списков для фильтрации интернет-контента. Такие листы представлены, например, на данном сайте, но из них лучше использовать только те, напротив которых указан логотип Pi-hole. Среди представленных фильтров имеется возможность выбрать по языку. Соответственно, я указываю русский, и чтобы воспользоваться одним из них, кликаю по данному значку, а затем нажимаю View. В открывшейся вкладке копирую информацию из адресной строки, которую в программе вставляю здесь. Аналогичным образом я добавил еще несколько списков. Чтобы они начали полноценно функционировать, в меню Tools, перейдя в соответствующий раздел, выполняю обновление. Помимо приведенного ресурса, с фильтрующими списками можно использовать и текущий. Тут блоклисты разделены по тематикам, из которых рекомендуется использовать зеленые. Среди возможностей Pi-hole хочу отметить создание групп, в которые можно включить определенных клиентов локальной сети, указав их IP-адрес, что позволит регулировать доступ как к определенным доменам, так и фильтр спискам. Что касается личного опыта использования такого варианта фильтрации рекламного контента, то на Smart TV в приложениях для просмотра телеканалов, особенно при их включении, она не появляется, тогда как просмотр без Pi-hole всегда сопровождается в начале рекламным роликом. При веб-серфинге на компьютерах или мобильных устройствах в ряде случаев можно заметить вот такие закрытые блоки. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.